Однажды в Италии, в сицилийской провинции Кальтанисетто, обычно мирные и спокойные разговоры во двориках и на площадях сменились вдруг жаркими спорами едва ли не до драки. И темой этих дискуссий было главным образом одно: сама виновата или не только сама. Девушке, ставшей предметом всеобщего обсуждения, было всего 14 лет. Но приговора кумушек это не смягчило. Сама. Ну и еще родители. В основном, конечно, ее родители, потому что у нас на Сицилии правильно воспитанная девочка с мальчиками не общается. Тем более наедине, тем более с тремя. И такой ужас никогда не случился бы, если бы она сама не искала приключений на свою плохо работающую голову. Однажды в Италии. Кальтанисетто – глубокая сицилийская провинция, состоящая из множества маленьких городков и деревень, которые словно острова возвышаются над морями виноградников, пшеницы, оливковых и фруктовых деревьев. Один из таких городков – Нишеми, где произошла эта история, мало чем отличается от остальных, ну разве что гордым званием итальянской столицы консервированных артишоков. Только с виду бедная и пустынная земля щедра к своим детям. Надо лишь как следует напоить ее водой, которой в этих местах, увы, всегда не хватает. Поэтому здесь много цистерн и колодцев, чтобы собирать грунтовую и дождевую воду. Без них не обходится, пожалуй, ни одна усадьба, хозяйство или ферма, как действующие, так и заброшенные. Эта земля не для богачей. Родившиеся на ней редко стремятся к высшему образованию и большой карьере. Закончить коммерческий колледж, устроиться коком или официанткой на круизный лайнер – уже достаточно смелая мечта для подрастающей здесь молодежи. Ну а большая ее часть, особенно парни, едва дотягивает обязательную школьную программу, являясь на занятия через раз и устраиваясь на какую-нибудь земную работу по обработке полей или на фабрике тех же консервов. Вечером коктейль в баре, потом на мопеде в поля, подальше от всевидящих соседских глаз. Они не рвутся за горизонт, и им достаточно знать, что они проживут свою жизнь здесь, в родных местах. Среди знакомых с детства людей встретят хорошую девушку или парня на соседней улице, поженятся, родят детей. И снова, как и в юности, мужчины будут вечерами выходить в бар, женщины выставлять стулья на площадке рядом с домами, и куртильяры обмениваться новостями и сочными сплетнями нашего двора, квартала, а там и до городских новостей дойдет. Именно в таком уголке Сицилии родилась главная героиня нашей истории – Лорена Культрара, обычная девочка из обычного сицилийского городка. Мать Лидия, правда, была не местная. С приехавшим на заработки сицилийцем Джузеппе она познакомилась на своей родине в Ливорно, Тоскана. Так что, несмотря на прожитые на Сицилии годы, женщина считалась там чуть ли не иностранкой. На этом, впрочем, необычные детали биографии Лорены заканчиваются. Ее отец – маляр. Мать, до того, как переехать на Сицилию и стать домохозяйкой, была рабочей на фабрике. Спустя 2 года после свадьбы пара решила вернуться на Сицилию. Работы в Тоскане было мало. Значительная часть заработка уходила на оплату аренды жилья, так что они предпочли вернуться к семье Джузеппе, чтобы иметь хоть какую-то поддержку. Лорена родилась уже в Нишеми. Первый ребенок в семье, папина радость. Молодые родители, немного неопытные, но счастливые, ее обожали. Детство было безоблачным. Как часто в начале таких историй лежит безоблачное детство. Как страшно, что и оно не дает никаких гарантий на безоблачное будущее. Лорена росла жизнерадостной, бойкой девочкой, с густыми каштановыми волосами и очень глубокими, темными, немного не вписывающимися в детский облик взрослыми глазами с грустинкой. Через несколько лет в семье родился младший брат, и жизнь текла своим чередом. Дети радуют родителей, родители балуют детей. Быт простой и скромный, квартира на окраине среди соседей и родственников, в том же доме, что и сестра Джузеппе Мария, он на верхнем этаже, она на нижнем. Так, когда в мире, когда в войне, но все равно не собираясь разъезжаться, живут многие семьи по всей Сицилии, да и по всей Италии тоже. В общем, Лорена растет среди двоюродных братьев и сестер, обожаемая не только родителями, но и тетей, считавшей ее второй дочерью,
в покое и без каких бы то ни было значимых проблем. Годы идут, девочка начинает взрослеть, но и тут все идет по деревенской классике. Лорена не создает особых проблем. Да, ее комната превращается в ее личную нору, но внутри этой норы чисто и светло. Хотя, конечно, и ошибиться насчет того, что это жилище подростка, тоже нельзя. Зато можно кое-что узнать о нем и его жизни. Все ее события поясняются и празднуются в надписях, записочках, фотографиях и постерах на стенах. Токио Отель, Файнли, Авриль Лавин – это с ними она себя идентифицирует, они ее друзья и компания, возможно, только они ее понимают. Эта комната уже не ребенка, но еще и не взрослого. Здесь больше нет места совсем недавно царившему игрушечному миру, но еще остались несколько любимых плюшевых зверят. Ее хозяйка уже не малышка, но еще и не женщина, и весь мир ее сосредоточен пока не на материальных вещах, и уж тем более не на телесных, а на первых эмоциях, еще робких, но жаждущих момента, чтобы вырваться на свободу. Лорена мечтает, ее мысли ложатся на страницы тайного дневника, который становится центром ее вселенной, отражает главную часть ее жизни, полностью поглотившую Лорену, и к которой у родителей впервые доступа нет. Они уважают личное пространство Лорены, хотя вряд ли она позволила бы им туда проникнуть. И девочка остается как бы в легком флёре одиночества, впрочем, вполне типичного для переходного возраста. Тому, что у Лорены сейчас не так много друзей, есть объективные причины. Она закончила среднюю школу и перешла в колледж. Ее бывшие одноклассники живут в других районах, а сдружиться с новыми она еще не успела. Отец Лорены очень строг и сверхзаботлив, чтобы не сказать тревожен. Он пытается, как и раньше, контролировать все в жизни девочки, не желая принимать очевидный факт – его дочь взрослеет. Она хочет вырасти, хочет выйти в этот мир, узнать его и себя в нем. Лорена пытается осваивать навыки макияжа, но Джузеппе против. По его мнению, воспитанной девушке не пристало провоцировать кого-то, намазав губы. Думаю, несложно догадаться, что сделает девочка-подросток в такой ситуации. Она будет краситься так, чтобы папа не видел. Слегка подвести глаза, подмахнуть реснички, немного блеска для губ. Мама и тетя не против, они пытаются быть посредниками в этих первых, пока еще мягких и легко решающихся конфликтах. Это они уговорили Джузеппе, что нет ничего страшного, если девочка сделает легкое милирование. Все равно летом отдельные прядки выгорают на солнце. А светлые волосы у лица освежают чуть более взрослый, чем по паспорту, облик Лорены. А ведь взрослеет не только лицо. Среди своих ровесниц Лорена выглядит, будто старшеклассница на детском утреннике. За последнее лето этот бутон налился и вот-вот раскроется. Ее грудь становится заметной, тонкая талия подчеркивает начавшие раздаваться бедра, ноги вдруг словно отросли и становятся все стройнее. Но отец не видит этих изменений, а может, наоборот, видит и понимает, что мозги его дочери, увы, не успевают развиваться с той же скоростью, что и стремительно рванувшаяся ввысь фигура. Лорена выходит из дома нечасто и только днем. Отец строжничает и не позволяет ей гулять по вечерам, надеясь хоть как-то задержать ее выход в такой, с его точки зрения, опасный для нее мир. Но в этом мире Лорену ждет, она верит в встречу с любовью. И девочка не хочет ждать. Свои мечты, надежды и первые робкие симпатии она доверяет дневнику, как положено секретному, как бывает в этом возрасте, изрисованному сердечками, котятами и цветами. Дневник для Лорены – настоящая ценность. К оформлению страничек, с которыми делится своими сердечными тайнами, она подходит очень серьезно, готова из-за любой, даже самой мелкой помарки, начать страничку сначала. Итак, Лорене исполнилось 14, возраст мечтаний, первых увлечений, первых драм. Время неясных волнений и неудачных опытов. Девочку начинают интересовать мальчики, и свои мысли о них она доверяет только самому надежному другу – дневнику. Из него мы и узнаем о первой любви Лорены, случившейся, как водится, за школьной партой. Как и большинство подростков в округе, девочка ходит в местный учебный комплекс имени Леонардо да Винчи. Его пространство делит лицей, старшая ступень школы, после которой обычно стремятся продолжить учебу дальше, и два технических института, аналоги наших ПТУ или колледжей.
сельскохозяйственный и коммерческий, многие посетители которых ходят сюда нерегулярно и только для галочки. Лорена идет где-то посерединке этого широкого в плане возможностей пути. Она посещает коммерческий институт, но учится очень прилежно, никогда не пропуская занятий. Девочка любит учиться, у нее хорошие оценки, и, как у большинства таких вот хороших девочек, вся ее жизнь построена вокруг школы. Там учеба, там друзья, и, естественно, там, а где же еще, наконец появляется любовь. То есть, конечно же, не просто любовь, а любовь с большой буквы. Первые влюбленности опьяняют, и Лорена даже не знает, что случилось с ней раньше. Пересмотрев фильмов вроде «3 метра над небом», она влюбилась в принца, прекрасного, но абстрактного. Или она встретила его, того самого, в которого влюбилась так, чтобы написать в дневнике. «Я нахожусь в 3 метрах над небом. Моя любовь к тебе, как океан бесконечный, как вода из чистого источника чистая, как солнце теплое, яркое и вечное». Лорена. Поэтичная, романтичная, нежная, страстная. Она представляет любовь как что-то бесконечно прекрасное, с первого взгляда раз и навсегда. А он, конечно же, принц на белом коне, и когда-нибудь он обязательно войдет в двери ее комнаты. А пока она будет ждать его здесь, в своей комнате, и все здесь будет ждать его. Пока сюда никто не должен входить, особенно мама и папа. Не то чтобы она их не любила, особых ссор нет. Но и нет особых откровений. Нет той интимной близости, что почти всегда бывает с родителями у любимых и любящих детей, и почти всегда исчезает, когда они становятся подростками, пусть даже по-прежнему любимыми и любящими. Мать Лорены, Лидия, догадывается, что происходит с дочерью, но пытается воспитывать ее в духе времени. Не хочет давить на нее, уважает личные границы. Поэтому имени первой влюбленности своей дочери, как и имен друзей этого парня, она не знает. Не узнаем их и мы. Все герои этой истории несовершеннолетние, их данные защищены законом. Правда, самый старший успел засветиться еще в одном деле, поэтому его инкогнито раскрыто. Настоящее имя Доменика Ди Модика. Второй приятель, скорее всего, Джузеппе. Ну а самого прекрасного принца в прессе чаще всего называют Алессандро. Итак, мы в 2008 году, и, повторюсь, все герои нашей истории несовершеннолетние. Жизнь парней тоже совершенно для тех мест обычная. Да и сами они не относятся ни к ботаникам-зубрилам, ни к тому, что принято называть хулиганьем или трудными подростками. Самое страшное в этой истории в ее обыденности, в обыкновенности всех ее героев, в невозможности провести черту, за которой можно было бы сказать: вот почему это случилось с ними, и вот почему это никогда не могло бы произойти с кем-нибудь другим. Да и начинается эта история совершенно обыкновенно. Алессандро, посещающий тот же Леонардо да Винчи, обращает внимание на Лорену. Неудивительно, девочка красива и выглядит взрослее своих лет, особенно на фоне одноклассниц, еще совершенных девчонок. И вот он уже бомбит ее сообщениями и лайками в соцсетях, вот уже предлагает встречаться. Родители Лорены ничего не замечают, да и нечего замечать. С виду она спокойна и безмятежна. Встает утром по будильнику, идет в школу, возвращается вовремя, ест. Домашние задания, любимые сериалы, игры с братишкой, болтовня с мамой. Ну, разве что улыбается чаще обычного и взгляд мечтательнее, чем всегда. Мама замечает, вздыхает понимающе. Отец продолжает называть ее «моя девочка», не замечая под этой видимостью спокойствия бешеного водоворота сокрушительных эмоций, не зная, в какой опасный период его девочка вступает. Лорена больше не видит себя ребенком, но еще не знает, что такое жизнь женщины. Она хочет повзрослеть и сделать это быстро и красиво, как ее кумиры из сериалов. Конечно, там тоже все непросто, иначе такие сериалы подростки не стали бы смотреть. Но, увы, там нет и настоящих опасностей со страшными последствиями, которые могут случиться в реальной жизни. Кто знает почему, возможно, иначе те же матери запретили бы девочкам смотреть на такое. И вот Лорена, только пытающаяся стать или хотя бы показаться взрослой, а на самом деле остающаяся еще чистой, невинной, мечтательной глупышкой, бросается в свою первую любовь
как в омут. Алессандро 15 лет, и, конечно же, это на всю жизнь. Когда Лорена пишет о нем в своем дневнике, бабочки порхают не только в ее животе, но и по страницам. Она мало его знает, но внезапно этот мальчик становится всем ее миром. И он так похож на героя 3 метров над небом. Мотоцикл, верные друзья. И он полюбит Лорену, и она его девушка. Почти официально. Скоро будет. Лорена не ошибается, Алессандро она понравилась. Увы, девчонка не очень задумывается, чем именно. Ведь ответ вряд ли бы ей понравился. Больше всего Алессандро вдохновляют даже не явно наметившиеся формы Лорены, а то, как явно она в него влюблена, как стремится ему угодить, как от одного его взгляда она тает, как мороженое. Так что после первого обмена смс-ками случается наконец то, чего Лорена ждала, как ей показалось, целую вечность. Алессандро приглашает ее погулять. Лорена в восторге, в 3 метрах над небом, а может и выше. Вывернув наизнанку весь свой гардероб, она понимает, что ничего более подходящего, чем простая темная майка и джинсы, у нее нет. Подруги одеты как дети, у мамы другой размер. Ночь перед предстоящим свиданием Лорена не спит, продолжая писать и писать дневник все, что приходит в голову. Радость, страх, а вдруг он будет разочарован. Сомнения, а вдруг я ему не понравлюсь. И снова радость, он пригласил меня на свидание. Девочка говорит родителям, что днем после школы, сделав все уроки, пойдет к подруге. Но на самом деле у выхода она ждет его. И вот, наконец, он здесь, на мотоцикле, красивый как никогда, сигналит, чтобы позвать ее, и бабочки в животе взлетают и осыпаются с тихим шуршанием. Он не один. С ним еще 2 его друзей, тоже на мотоциклах. Но что же это тогда за свидание? Они немного старше Алессандро, Джузеппе 16 лет, Доменико 17, оба уже работают. Обычные, в общем, ребята, но, как и большинству подростков мужского пола, им позволено гораздо больше, чем местным девчонкам. В отличие от той же Лорены, которую отпускают лишь на пару часов днем и с обязательным докладом с кем и куда, они могут гулять допоздна, никого не ставя в известность в своих делах и планах. Но что же делать Лорене? Неужели развернуться и уйти домой, горько разочарованный расставанием с мечтой, уже казавшейся такой близкой? Парни же ведут себя с ней вежливо и внимательно, приглашают ее покататься вместе с ними в окрестностях городка. Лорена соглашается, ведь сесть на свой мотоцикл ей предлагает именно Алессандро. «А вы бы не поехали? Ваш прекрасный принц в сопровождении 2 верных пажей приглашает вас сесть за его могучей спиной на верного коня и умчаться вдаль, обещая, что потом вернет вас к отчему порогу. Что вы ответите ему? А в 14 лет? Это сейчас мы все взрослые и умные. И к тому же знаем, что если уж историю рассказывают на канале True Crime, значит, ничем хорошим она не закончилась. Ну а Лорена, маленькая дурочка, поехала с 3 парнями на глазах у всего честного народа. Впрочем, ничего и не произошло. Они отправились за город, туда, где всего в 5 минутах от последних домов парни обычно пили пиво и болтали. По дороге Лорена, чтобы не упасть с мотоцикла, обнимает Алессандро за плечи, прижавшись со спины. И это самая захватывающая и смелая вещь, которую она когда-либо делала. Алессандро ведет себя как настоящий принц, он такой заботливый. Предупреждает, когда на дороге видна колдобина, чтобы Лорена держалась крепче. В 17:30, точно по графику, он привозит ее домой. Но перед тем, как попрощаться, дарит ей первый, долгий и осторожный поцелуй в губы. А еще обещание увидеться завтра. И тому обещанию, как и поцелую, есть свидетели. Верные Джузеппе и Доменико наблюдают за друзьями с заднего плана. Домой Лорена влетает как на крыльях, она влюблена. Светится от счастья и ей хочется обнять весь мир. Девочка помогает маме по хозяйству, щебечет ни о чем за столом, нарезает на кусочки мяса в тарелке младшего брата. Когда родители спрашивают о причине такого веселья, она что-то невнятно лопочет про хорошую оценку. Пытается натянуть на счастливое лицо серьезную маску. Тщетно. Лорена еще не знает, что блеск в глазах заметен окружающим, даже если стереть улыбку с лица. А потом она, наконец, получает возможность сбежать в свою комнату,
к драгоценному дневнику и писать, писать, писать. На твоих страницах я вижу много красок, напоминающих о моих прошлых любовях. Но сейчас в моем сердце только ты, и эти краски твои. Черные твои волосы, падающие на мои, зеленые надежда встретить твои глаза, красные твои губы, соединяющиеся с моими, синий — небо, под которым мы встретились. Я люблю тебя, Лорена. Итак, день за днем и неделя за неделей, среди мечтаний, поцелуев и первых несмелых ласк продолжается этот роман. Проходит несколько месяцев, Лорена и Алессандро встречаются практически каждый день, но при этом они никогда не бывают одни. Верные оруженосцы Джузеппе и Доменика сопровождают их повсюду, и девочке иногда кажется, что они тоже в нее влюблены. Просто, видимо, из верности дружбе не предпринимают никаких шагов. Это становится ритуалом. Она идет на главную площадь квартала, они заезжают за ней на мотоциклах и все вместе уезжают в поля. В основном они болтают, смеются. Алессандро иногда целует и ласкает Лорену. Но со временем парень начинает настаивать на чем-то большем. Девушка сдается не сразу, но и долго сопротивляться у нее не получается. Слишком влюблена, слишком неопытна, слишком рано созрела. Впрочем, созрела — слишком громкое слово. Девочка стеснительна, как и положено в этом возрасте. Она не раскрывается даже в сообщениях. Может, боится, что прочтут родители, а может, что кто-то из друзей заглянет через плечо Алессандро в неподходящий момент. И лишь наедине с дневником она позволяет себе рассказать чуть больше. Он был очень добрый, внимателен со мной. Теперь я вся его. Ну а свои чувства, которые пока еще имеют очень мало общего с сексуальным влечением, она изливает в сообщениях, которые пишет Алессандро ночью, когда его друзей, как она думает, точно нет рядом. И тогда они просто тонут в этой переписке. Так что утром девушке приходится идти в школу, не выспавшись. Но, конечно же, оно того стоит. Постепенно, правда, эти отношения начинают приобретать странный оттенок. Двое верных пажей тоже начинают писать Лорене сообщения. Девочка, правда, ничего странного не видит, считая парней друзьями, ведь они проводят вместе много времени, она хорошо относится к ним. Но главное, всем же известно, она любит Алессандро, а он ее. Так что Лорена даже не обращает особого внимания на то, как постепенно сообщения от Джузеппе и Доменика становятся все более нежными. И ей не кажется ненормальным, что теперь, перед тем, как отправиться в постель, она посылает пожелания спокойной ночи всем троим своим рыцарям. Конечно, такое внимание со стороны трех парней постарше ей льстит. Будучи частью этой группы, она чувствует себя гораздо увереннее, и, что греха таить, взрослее. А быть взрослой ей очень хочется. Да и Алессандро всячески пытается ее к этому взрослению подталкивать. Теперь в ее дневнике мы можем найти уже записи вроде: «Он попросил меня заняться с ним любовью, я отказалась, мы поссорились. Он позвонил мне и извинился, я поехала с ним на море и не смогла устоять. Я вся его». Лорена влюблена, она боится потерять любимого и хочет казаться ему достаточно взрослой, достойной его внимания. К тому же запретные ласки, которые происходят теперь между ними все чаще, это чуть ли не единственный момент, когда они остаются наедине, без пажей, которые, впрочем, всегда неподалеку, и никто не запрещает им фантазировать. При этом родители Лорены ни о чем даже не подозревают, с виду она совершенно не изменилась, все такая же добрая, послушная и прилежная девочка. Встает утром, идет в школу, возвращается домой, быстро разделывается с несложными обязанностями по хозяйству, потом с уроками, потом со своей лучшей подругой на площадь поесть мороженое. Не позже 6 вечера девочка должна вернуться домой, и она всегда возвращается точно как часы. Еще какое-то время сидит перед домом, болтая с бабушкой и тетей, потом уходит в свою комнату. В дневник дочери родители не заглядывают и о ее второй жизни не догадываются. Не знают о том самом дне, когда она впервые отдалась Алессандро, не знают, что после случившегося Лорена считает себя официальной девушкой Алессандро, а у него официальная девушка уже есть. Но Нишеми слишком маленький город, чтобы это оставалось в секрете долго. Наконец Лорена узнает эту ужасную для нее новость. Ее сердце разбито, мысли путаются, болит живот. Она чувствует себя плохо как морально, так и физически.
Ей хочется лишь одного — свернуться клубком в постели, уснуть и забыть обо всем. Но мысли продолжают крутиться в тяжелой голове, раз за разом возвращаясь в одну и ту же точку. Как могла я быть такой глупой? Ничего не понимающая троица бомбит ее звонками и смс-ками. Они пытаются договориться об очередной встрече. Лорена мечется, не знает, что делать. Она не хочет, чтобы ее видели в таком состоянии, не хочет выглядеть слабой, уж тем более глупой. Так что в конце концов девочка решает встретиться с теми, кого считает друзьями. Но хочет отомстить Алессандро. Хочет, чтобы он понял, как ошибся, осознал, что теряет. И она его игнорирует. Ну, то есть это ей кажется, что игнорирует, на самом деле парни только посмеиваются, глядя на ее маневры. Всем троим очевидно, для кого они предназначены. Вот она демонстративно садится на мотоцикл не к неверному возлюбленному, а к одному из друзей. При этом девочка старательно делает вид, что ничего не произошло, перебрасывается шуточками с Джузеппе и Доменико, а Алессандро не удостаивает даже взглядом. Так что Джузеппе думает, что, возможно, он может предложить Лорене пойти посмотреть что-то за разрушенным зданием. Она соглашается, в надежде, что Алессандро начнет наконец ревновать. Через несколько дней то же самое происходит и с Доменико. Он хочет показать ей что-то интересное за сараем, она снова соглашается, и ей кажется, что вот-вот Алессандро разозлится, закричит, остановит ее, скажет... Она еще не придумала, что он скажет, но обязательно что-то очень важное, что-то, что изменит эту нелепую и такую болезненную для нее ситуацию. Но Алессандро только смеется. Он совсем не ревнует, а просто наблюдает за ней, скорее забавляясь, без злости, без особого беспокойства. Они с друзьями давно обо всем договорились. Они стая, но Лорена вовсе не член этой стаи, а ее добыча. Добыча, которая принадлежит всем, которую, как банку пива, отхлебнув из нее самому, можно передать другу. Они относятся к ней как к игрушке или к развлечению. Не то, что не испытывая к ней никаких нежных чувств, не видя за собой перед ней никакой ответственности. Не глядя на то, что она совсем еще ребенок, только вчера убравший в коробку с воспоминаниями любимую куклу, они затеяли с ней игру, для которой она еще слишком мала. И что уж играть понапрасну словами, для этой игры Лорена действительно еще слишком глупа. Она очень слабый противник, тем более для троих. За ее спиной они жестоки, высмеивают ее, называют дурой и доступной дешевкой. У них нет сочувствия к ее наивности, нет ни намека на инстинкт защитника. 15, 16 и 17 лет, возможно, они просто еще сами слишком малы для этого. Но у них нет к ней даже сострадания, хотя бы просто как к живому существу. Глупышка Лорена давно уже окружена голодными молодыми волчатами, а ей за их оскалами все еще мерещатся дружелюбные улыбки. Впрочем, и этой иллюзии суждено продлиться недолго. Очень скоро выясняется, что официально девушки есть и у Джузеппе, и у Доменико. Свой первый тест на беременность Лорена делает в школьном туалете. Она вся в холодном поту, ей страшно и одиноко, к горлу подкатывает тошнота. У нее всего несколько дней задержки, но мысли бешено колотятся в виски. Что это? Что делать, если? Как сказать? Кому сказать? Куда бежать вообще? Что скажет мама? А папа? А он? И опять, что делать, что делать, что делать? Чего она хочет, она тоже не знает. Ясно лишь одно. Если вдруг у нее действительно будет ребенок, то пусть он будет от него, Алессандро. А ведь было бы здорово, если бы у меня был ребенок от него, начинает мечтать она. Тогда он полюбит их, бросит свою девушку, женится на ней. Они будут вместе до конца их дней, потому что, а как же иначе? Лорена немного побаивается, но ведь родители Алессандро не допустят скандала и позора. Они заставят его взять на себя ответственность и жениться. Подружка ждет ее за дверью, заодно исполняя обязанности охранника. Но Лорена все никак не решается посмотреть на тест. «Ты должна быть осторожнее», — сердится часовой. «О чем ты только думала?» Девушка, наконец, решается взглянуть на результаты. Одна полоска. Лорена почти разочарована. Почти, потому что не очень-то уверена в том, что тест не соврал. Идут дни, месячные все еще не приходят, и Лорена, как водится, обнаруживает у себя все симптомы беременности, перечисленные в интернете. Усталость, тошнота по утрам, болезненность в груди,
частые позывы в туалет. Она нервная и раздражительная, ее даже вырвало однажды, но тест на беременность по-прежнему отрицательный. Несмотря на это, по городу уже ползут слухи, и подробности ее гормонального статуса каким-то образом доходят до членов стаи. Они в бешенстве звонят Лорене, и от былой любезности в их разговоре не осталось и следа. Они практически орут на нее по очереди в трубку: «Как ты посмела пропустить цикл?» А заодно сообщают ей имена двух других своих официальных фиданцат, и что Лорена создает им проблемы, чего они не собираются терпеть. Ночь. Лорена не спит. Она совсем одна с этим страшным вопросом о беременности и не находит ничего лучше, чем попытаться напугать кого-то еще. Просто чтобы почувствовать себя не такой одинокой, знать, что в этой ночи кто-то боится так же, как и она. Она набирает и отправляет Алессандро короткую фразу: «Я беременна». Он молчит в ответ. Лорена ждет какое-то время, а потом копирует сообщение и отправляет его Джузеппе и Доменико. Пусть теперь боятся и они. Троих счастливчиков действительно заколотило, конечно, они испугались. Но не только. Часто страх рождает агрессию, и теперь вместо безразличия и презрения к Лорене в их душах рождается ненависть к ней. Ведь это она во всем виновата. Теперь она не просто дурочка или повод для раздражения, а помеха в жизни. Помеха серьезная, просто кошмар. Сообщение девушки они воспринимают как шантаж и, возможно, не ошибаются. Может быть, она действительно сделала это, чтобы получить, наконец, власть над ними тремя. Может, у нее получилось? Или, по крайней мере, так ей кажется. Почувствовав незнакомое ей раньше чувство контроля над ситуацией, Лорена хочет углубить его, насладиться по полной. И она отправляет еще одно сообщение сразу в 3 адреса. «Мне все равно, кто отец, но кто бы это ни был, он должен взять на себя ответственность». Трое немедленно встречаются для экстренного совещания на площади перед церковью. Сказать, что они рассержены, значит сказать мало, они разъярены. Настолько, что сыплют проклятиями прямо на ступенях храма. Алессандро злится больше всех, теперь ту, которой признавался в любви, он ненавидит всем своим существом, ведь с его точки зрения это она загнала его в угол. А ведь если то, что говорит девушка, правда, и он действительно станет отцом, то терпеть ее присутствие рядом с собой Алессандро придется всю его жизнь. Парни пытаются успокоиться, пьют пиво, ругаются, и снова пьют, и снова ругаются. Когда они уже достаточно пьяны, начинаются обычные, если ситуацию, конечно, можно считать обычной, разговоры. «А ты с ней был? Правда?» Откровения становятся все более омерзительными. Конечно, мы отрывались часами. Но Алессандро совсем этим не расстроен, наоборот, он несказанно рад. Ему кажется, что теперь он не один в этой неприятной ситуации. Джузеппе и Доменико, правда, выглядят гораздо более спокойными. Не похоже, что у них горит под ногами земля, как у Алессандро. И тогда он предлагает план номер 1 – публично опозорить Лорену. Давайте скажем, что она была с парнем из соседней деревни и забеременела от него, так что, когда все узнают, мы будем уже ни при чем. Предложение интересное, но Джузеппе считает, что публичного позора за такое будет мало. Девушку надо наказать. Она должна понять, кто здесь главный, и помнить это до конца своей жизни. И кто знает, может, это наказание очистит ей и живот. «Нет», — вступает в разговор третий, Доменико. «Нужно сделать не так». Впрочем, защищать Лорену он вовсе не намерен. Только он считает, что простого наказания недостаточно. Стая должна поступать со своими врагами жестко, а Лорена теперь не игрушка, а враг. На следующий день, 30 апреля 2008 года, Лорена, как обычно, возвращается домой, обедает с отцом, рассказывает о том, что было в школе, разумеется, не вдаваясь в некоторые детали своего самочувствия. Отец в ответ сообщает, что работает с рассвета и намерен немного подремать у себя в спальне. Лорена заканчивает обед, садится делать уроки. Обычный, ничего не предвещающий теплый весенний день. Лорена спокойна, пока не получает телефонный звонок. Ее просят прийти на площадь, чтобы встретиться с друзьями и прояснить ситуацию. История с беременностью всех очень беспокоит. Лорена колеблется, она не собиралась встречаться с ними, вообще не собиралась выходить из дома. Но они настаивают, это важно. Нам нужно обязательно поговорить всем вместе. Времени около 4 часов дня, комендантский час еще не настал, и Лорена уступает.
Поговорить им действительно есть о чем, а никакого подвоха она не ждет. Предупредив маму, что вернется домой, как обычно, к 6, Лорена выходит из дома и отправляется все на ту же площадь, где уже не раз встречалась с этими парнями. Ей, как обычно, приходится немного подождать, они, как обычно, подъезжают на мотоциклах. Лорена все еще спокойна, она чувствует себя хозяйкой положения, но парни подъезжают на взводе. «Вставай», — говорят они ей, — «поедем отсюда, не хватало еще, чтобы кто-то нас увидел». Когда Лорена не вернулась домой к обещанному времени, мать начинает беспокоиться. Дочь никогда не опаздывала, а тут еще выключен телефон. Начинаются поиски, сначала по родственникам, потом по подружкам и, наконец, просто по улицам. Беспокойство еще не так сильно, они надеются, что Лорена сбежала. Есть на Сицилии, да и вообще на юге Италии такая традиция – фуэттино. Парень и девушка, которые нравятся друг другу, но родители которых по каким-то причинам не хотят их женить, убегают вместе из дома. После того, как они оставались наедине, выбора у их семей уже не остается. Либо брак, либо позор и месть. Отец, конечно, расстроен таким поворотом, но с другой стороны, не она первая, не она последняя, лишь бы с ней все было хорошо, а там, глядишь, и внуки пойдут. Но что это за фуэттина такая, если от молодых ни слуху, ни духу и в соседних деревнях никто не пропадал? Семья обращается в полицию, поиски становятся все более интенсивными и все более отчаянными. Постепенно надежды на счастливый исход тают. Надо отдать должное полиции, в побег Лорены они не поверили сразу, и поиски начались безо всяких скидок на добровольный уход. Просто они не хотят раньше времени пугать семью и оставляют им надеяться на традиции. Как только начинается расследование, 3 парней вызывают в участок. Всем известно, что Лорена часто с ними общалась. Но в их поведении никто не заметил ничего необычного. Они работают, едят с родителями, встречаются со своими девушками и друзьями. А еще отправляют множество сообщений и звонков в адрес Лорены. «Где ты? Ответь, что с тобой случилось, мы беспокоимся о тебе». На допросе они рассказывают, что видели Лорену, но даже толком не поговорили. Девушке позвонил какой-то мужчина из соседнего городка, и она уехала с ним. Отец Лорены замечает троицу в участке. Ему кажется, они знают больше, чем говорят. Но он предполагает, что речь идет об имени мужчины, с которым уехала дочь. Отчаявшаяся семья, для которой этот мифический мужчина единственная надежда, начинает искать по соседним деревням. Они ходят по улицам, зовут Лорену. Им хочется и невозможно поверить, что она такая рассудительная, поэтическая девочка, такая любимая и заботливая дочь, могла сбежать вот так, заставив их мучиться неизвестностью столько дней. Ищет Лорену и полиция. Кинологи прочесывают округу, заглядывая под каждый куст, в каждый колодец. Ничего. Единственная зацепка — эти 3 парней, но против них нет никаких доказательств, а сами они твердят одно и то же. Потом наступает перелом. На 13-й день поисков лучшая подруга Лорены вспоминает. Именно 30 апреля, в день ее исчезновения, она говорила с Лореной по телефону. И да, теперь она уверена. В момент разговора подружка ждала именно их. Джузеппе, Доменика и Алессандро. Они искали ее, чтобы уладить какой-то вопрос. И в этот же день крестьянин, собиравший спаржу, замечает, что хорошо знакомый ему колодец стоит открытым. Из любопытства он заглядывает внутрь и видит плавающий на поверхности воды труп. Приезжают криминалисты, тело поднимают на поверхность. Отец опознал Лорену по мелированным волосам, по этим бликам солнца на прядках, за которые он так ругал дочь. Теперь у семьи нет больше надежды, и единственное, что позволяет им хоть как-то держаться, вопрос, кто сделал это с их малышкой и как ее тело оказалось в колодце. Парней допрашивают все жестче, они начинают терять самообладание, их показания уже не совпадают. Полиция уверена, они лгут, но пока не ясно, в чем именно. На них продолжают давить, и, наконец, все 3 сдаются. Да, это с ними Лорена уехала с площади в тот злополучный день. Лорена не хотела ехать, и ее заставили сесть на мотоцикл силой, просто схватили за волосы, притащили и усадили. Кто знает, вспоминала ли в тот момент Лорена их первые встречи на этой площади, как вежливые по-рыцарски парни вели себя с ней тогда. Она в шоке.
но пока еще не понимает, что происходит, не понимает, что надо кричать и сопротивляться. Так что группа, как обычно, выезжает в окрестные поля, в уединенное место, скрытое от любопытных глаз. Добравшись до запрошенного дома, рыцари спешиваются. Их принцесса, едва мотоцикл остановился, спрыгивает и пытается убежать. Ее сразу же догоняют, все так же за волосы приволакивают обратно, и наказание провинившейся начинается. Лорена уже понимает, что ничего хорошего этот разговор ей не сулит, но криков девочки никто не слышит, а парни крепко держат ее. Держат жестко. И, видя беспомощность Лорены и подпитываясь агрессией друг от друга, становится все жестче. За волосы они затаскивают ее внутрь строения, кто-то из троих бьет девочку по лицу и командует: «Раздевайся немедленно». Лорена в ловушке. Она доверяла им, но теперь боится. Те, кого она видит перед собой, ведут себя совершенно иначе и смотрят на нее совсем другими глазами. Она пытается сопротивляться, но что может сделать хрупкая девушка против троих рослых парней? Они швыряют ее на землю, бьют, щиплют и больно дерут за волосы. Потом, не прекращая побоев, стаскивают с девчонки одежду и рвут ее. Доходит очередь до белья. Первым был Джузеппе. Двое других выходят, оставляют его развлекаться с несчастной девушкой самостоятельно. Он бьет ее лицом об пол, расстегивает штаны. Требует, чтобы она смотрела на него, криками и ударами заставляя повернуть голову. Потом он уходит, оставив ее на полу, голую и грязную, с глазами полными слез. Гордый собой выходит к друзьям, дает им 5. Наступает очередь Доменика. Лорена все еще пытается кричать и сопротивляться, но ему на нее плевать. Как, впрочем, было плевать всегда. На выходе его встречают аплодисменты, свисты, крики ликования, а в здание входит так любимый Лореной Алессандро. Тот самый, стихи которому Лорена писала на каждой странице своего дневника. Она все еще надеется, ждет, что хотя бы у него будет к ней сострадание. Он подходит, и она понимает, что и для него она такое же ничто, как и для остальных. Даже меньше, чем для остальных. Он не хочет на нее смотреть. Вдавливает зареванное лицо в грязный пол. Потом ее ненадолго оставляют в покое. И когда снова подходят к ней, снова бьют. Руками, ногами, в лицо, по голове, в живот. Особенно почему-то стараются задеть живот. Хотя, учитывая их планы, ее предполагаемая беременность уже не имеет значения. Лорена пытается упрашивать их отпустить ее. «Ладно, я усвоила урок, я поняла», — говорит она. Но Доменика бьет ее так сильно, что рассекает ей губу, а потом они снова пинают ее втроем. Ей больно, но даже эта боль не заглушает криков и страшных ругательств, адресованных Лорене. Она все слышит и, кажется, все понимает. Потом она почти перестает реагировать. И тогда один берет ее за руки, другой за ноги, а третий накидывает ей сзади на шею электрический кабель. Она корчится, дергается, цепляется пальцами за провод, пытаясь ослабить его. Что это, сон? Ей надо проснуться. Проснуться и вернуться домой. К 18:00 мама ждет ее ужинать. Но она не просыпается. Последнее, что видят гаснущие глаза Лорены, это лицо Алессандро, который подошел, чтобы заткнуть ей рот платком. Того самого, от одной мысли о котором она улетала на 3 метра над уровнем неба. Ее истерзанное тело лежит на земле, вокруг него кровь, грязь и тишина. Рядом никого. Парни отошли, чтобы подготовиться к последнему, 3-му этапу – заметанию следов. Рядом с этим заброшенным зданием есть большой колодец, один из многих в округе. Они подтаскивают тело к нему, привязывают большой камень к лодыжке, а потом бросают вниз. Никакого раскаяния они не чувствуют, напротив. То, что она не путается под ногами – большое облегчение. Тело Лорены оказывается в 3 метрах под водой, увы, не над небом, а они садятся, уставшие после тяжких трудов, чтобы решить, как действовать дальше. Не будем говорить об этом по телефону, не будем говорить об этом вообще. Скажем только, что видели ее около школы, как она садилась в машину с мужчиной постарше и уезжала с ним. Потом они все вычищают, сжигают одежду Лорены и возвращаются домой. И в тот вечер и после они ведут себя как обычно. Родители ничего не замечают, никто не почувствовал себя плохо, ни панических атак, ни ночных кошмаров, ничего. Никого даже не затошнило, и они спокойно ужинают с родителями.
Прошел еще один день, такой же, как и любой другой, для многих других. Родители Лорены отказались участвовать в процессе. Они не хотели погружаться в страшные детали ее гибели. Но разве можно укрыться от новостей в маленьком городке? Подробности выходят наружу, расползаются по округе, и каждая мелочь больно бьет прямо в сердца несчастных родственников девочки. Не позавидуешь и родителям парней. Отец одного из них заработал сердечный приступ, его мать тоже угодила в скорую. Другой отец никак не может поверить, что его сын сделал такое, и каждый раз, навещая его, спрашивает, действительно ли это был он. В ответ сын молчит, и отец уходит до следующего свидания, следующего вопроса. Приговор выносят быстро, в деле все ясно, его рассматривают по упрощенной процедуре, поскольку речь идет о несовершеннолетних в закрытом порядке. Открыты для всех только подробности жизни Лорены, но не ее насильников, их закон защищает. Все трое приговорены за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, сексуальное насилие и сокрытие трупа. Каждый получил максимум возможного – 20 лет. Вот только ни один из них не раскаялся. Никаких просьб о прощении, никаких сожалений. Алессандро говорила Лорене, что теперь, когда ее больше нет, ему хочется говорить о ней гадости. Доменико, что он злится так, что хочет пойти на кладбище, бросить ее о стену и снова дать ей пощечин. И что они красиво ее убили. Джузеппе на вопрос подельника, не было ли ему скучно, когда они ее убивали, ответил, что красиво было. Он хотел бы убить еще кого-нибудь. Но только, конечно, без тюрьмы. Конечно, это дело известно на всю Италию, и, конечно, о нем много говорили и на родине Лорены. Многие осуждают ее. Не надо было ходить с 3 парнями, сама виновата. С одной стороны, людей можно понять. Перед лицом такого ужаса всем хочется верить, что с тобой такого случиться не может. Что моя дочь воспитана правильно, и с ней никогда такого не произойдет. Но прежде чем присоединиться к этому мнению, я прошу вас вспомнить. Лорене было только 14 лет. Вспомните себя в ее возрасте. Вспомните свои дневники, своих одноклассниц. Ну или просто представьте, что герой ваших тогдашних мечтаний предлагает вам прокатиться с ним на мотоцикле. В Нишеме по-прежнему мало тех, кто считает, что преднамеренное убийство – это не проделка 3 деревенских хулиганов. И слишком много продолжающих видеть в них 3 детей, которые позволили сложной ситуации выйти из-под контроля. Спустя 5 лет после гибели Лорены появился новый свидетель. Девушка из того же города рассказала, что Доменико Ди Модико, старший из банды, сделал с ней почти то же, что и с Лореной. Когда мне было 16 лет, он отвез меня на ферму и изнасиловал, вместе с 3 другими несовершеннолетними. Реакция общественности была в том же ключе. Почему она 5 лет молчала? Да потому и молчала, что знала, что обвинили бы ее. Тем более, что эта бунтарка осталась жива. На похоронах девушки 2 ее одноклассницы держали плакат: «Лорена, твоя наивность привела тебя к этому, но мы будем всегда тебя помнить». Конечно, текст плаката им наверняка придумали взрослые, долго решая, как бы и не запачкать память погибшей и преподать урок оставшимся. И хотя как матери девочки-подростка мне очень хочется вслед за ними сказать: будьте осторожны, девочки, не будьте наивными, я скажу все же нет. Нет, девочки, не наивность Лорены привела ее к такому концу, а жестокость тех, кого она встретила. Ни влюбленность, ни то, с чем она ее, возможно, перепутала, ни даже неразборчивость, о которой, повторюсь, нельзя говорить в таком возрасте, не повод для того, чтобы можно было сказать ей «сама виновата», не повод, чтобы сказать это вам. В этом возрасте нормально быть наивной. В 14 лет наивны все, кроме разве что тех, кого жизнь сломала еще раньше. И сломала руками и языками тех, кто считает, что защищать вас должны только вы сами. Закон не говорит нам, в каком возрасте девушка должна перестать быть наивной. Зато совершенно четко отвечает, когда уже должно появиться сострадание. Не позже, чем с 14 лет, человек обязан понимать, что не имеет права причинять боль другим и будет наказан, если сделает это. Так что в том, что случилось с Лореной, виновата не она сама,
А те, кто не дорос до такой простой истины, не убий. Алессандро спросил однажды у следователя. Ну вот, теперь, когда я все рассказал, могу я, наконец, пойти домой? Может ли еще сострадание появиться у этой троицы, если до сих пор его нет? Младший брат Лорены посвятил ей стихотворение. Она была самой красивой в квартале, милой, любящей, и обнимала меня крепко. Ей нравилось гулять с друзьями, хорошими и плохими. В один ужасный день она вышла с плохими и больше не вернулась. Но я все еще жду ее. Жду всегда. И все же добавлю. Не могу не добавить. Есть то, чего Лорене делать не стоило, и что, возможно, и стало решающим в ее трагедии. Девочки, будьте осторожны. Никогда не загоняйте в угол, не шантажируйте человека, даже если считаете его безопасным, а себя правой. Подруга Лорены сообщила, что девочка знала. Беременной она не была. Вскрытие подтвердило. Однажды в Италии